А это вы в салоне делали или тоже на дому? На дому делала. Всем огромный привет, меня зовут Светлана, добро пожаловать на канал. Вот такие ко мне пришли ручки, и было время, когда я искала такие неудачные работы, давая объявления, и при этом ради видео такие ногти я переделывала бесплатно. Но эта девочка сама мне написала, нашла на меня в соцсетях и спросила свободные окошки. Я ее записала, попугай у меня тут на заднем фоне, я ее записала, и только потом она мне скинула фотографию своих рук. Как выяснилось, этот маникюр клиентка делала также у мастера на дому. И поначалу ей понравилось, что работа была сделана буквально за час. Клиентка показала фотографию, и мастер принялась за работу. И только выйдя на улицу, она рассмотрела, что переход синих блесток получился неровный, и вообще визуально ногти казались какими-то неровными и с буграми. Она пришла домой и сразу же начала искать мастера, чтобы переделать эти ногти. Она мне написала, и так как у меня было свободное окно только через 2 недели, ей пришлось ходить с таким маникюром. Видимо, переделывать ногти в салоне вышло бы гораздо дороже. Тем временем я снимаю старый материал, и потому как он мягко спиливается, похоже, что это база. Клиентка это подтвердила, и вы только посмотрите, какие красивые ногти скрываются под слоем молочной базы. Я сняла весь материал до тонкой подложки, ни одной отслоечки я не нашла, и надо отдать должное предыдущему мастеру, как красиво выпилена форма ногтей. И если бы клиентка не сказала, что бугры были изначально, то есть мастер даже не пыталась сделать выравнивание, пальцы она не переворачивала, я бы подумала, что через 2 недели молочная база просто дала усадку. Но, к сожалению, это не так. Пилкой 100 грит делаю поверхностный опил. На отросшей части ногтя пилкой прохожусь практически по воздуху, чтобы грубым абразивом не перепилить натуральный ноготь. Почему 100 грит? Потому что расходники подготовила я заранее. Видя на фотографии эти ногти, я думала, что там гель и что пилить придется очень много. Поэтому приготовила пилочку помощнее. Апельсиновой палочкой отодвигаю налипшую кутикулу. На этом этапе приходится уделить ей особое внимание. Нужно хорошенько ее отлепить, отодвинуть, приподнять, иначе фрезой можно запросто поранить и без того очень тонкую кожу над кутикулой. Посмотрите только, как она прилипла к ногтю, никак не хочет отлепляться. Я думаю, что металлическим пушером работать было бы, наверное, более эффективно. Далее в работу вступает фреза «Пламя» с красным поясом, диаметр 2,3 мм. Для меня это самая удобная фреза, у нее длинный носик, и она хорошо справляется со своей задачей. На оборотах примерно 10 тысяч я прохожусь под кутикулой ровно настолько, насколько приподняла ее апельсиновой палочкой. И если продвинуться чуть глубже, клиентка испытывает дискомфорт. Обязательно нужно интересоваться у клиента, есть дискомфорт или нет, больно или нет, особенно когда это новые ручки. Прохожусь по боковым пазухам, убирая пузиком фрезы омазолелости на боковых валиках. Затем переключаю реверс и аналогично работаю со второй стороной. Не переключая реверс, выворачиваю кутикулу. Кутикула влажная, срезать шаром было бы очень долго и есть вероятность перетереть ее, поэтому маникюр будет комбинированный. Так как кутикулу я вывернула юбочкой, полотно ножничек я не завожу под кутикулу, Гаврюша хочет тоже добавить от себя, а буквально укладываю их на ноготь и аккуратно делаю срез. Кантик, который остается после среза, зашлифую шаром. Помыли руки, обезжиривателем хорошенько протерла все ногти и наношу полусухой кистью праймер. Далее идет подложка из каучуковой базы.
Тщательно промазываю ноготь у торцов, боковых валиков, подвожу материал максимально близко к кутикуле. Клиентка выбрала заранее дизайн, и ногти сегодня будут тоже молочными. Оно и хорошо, думаю я. Заодно можно будет сравнить работу до и после на примере молочной базы. Да, это опять именно молочная каучуковая база. Как бы я ни настаивала на укреплении ногтей геля, показывала, вытаскивала молочные гели, но клиентка утверждает, что гель на ней плохо носится, и все-таки настояла на базе. Нанесла тонкую подложку, как говорится, сделала мокрый пол, по которому теперь распределяю каплю базы. Ногти длинные, добавляю еще одну каплю, чтобы сделать выравнивание и красивый апекс. Сушить такой слой нужно, конечно же, в мощной лампе не менее 1 минуты. Выравнивание базы делаю конвейерным способом по одному пальчику. Обязательно переворачиваю палец, тонкой кистью помогаю сцентроваться базе в нужном месте и затем отправляем руку в лампу. В данном случае я использую молочную базу от Global Fashion. Когда все ногти готовы, снимаю липкий слой и приступаю к очень простому дизайну. В качестве дизайна у нас будут закрашены уголки красным оттенком гель-лака, по 2 пальца на каждой руке. Выбрали очень красивый, насыщенно красный малиновый оттенок из палитры гель-лака Fiore. Очень простой, казалось бы, дизайн, пока мы не стали покрывать его топом. Есть такая особенность у некоторых цветников, кстати, и такой конфуз тоже произошел, с совсем не бюджетной линейкой гель-лаков Luxio. Так вот, как только дошла очередь покрывать топом ногти с дизайном, произошло вот это. Цветник стал линять. Средством для обезжиривания ногтей и удаления липкого слоя я убрала топ. Кстати, топ был от Cosmoprofi. Попытка номер 2 уже топом Fiore. И опять 25. Цветник также после обезжиривателя полинял. На 3-й попытке я уже осторожничаю, в надежде на то, что он уже отдал все, что хотел отдать. Но не тут-то было. Дальше мне пришла, на мой взгляд, просто гениальная идея. Буквально 2 мазками покрываю только красный уголок и просушиваю его в лампе. И да, после каждой неудачной попытки мне приходилось хорошо вытирать кисть безворсовой салфеткой. И только потом я смело покрываю топом ноготь целиком. Вот интересно, если бы протереть ногти спиртом, красный гель-лак также продолжал бы линять? Ну что ж, давайте вспомним, какими ноготки ко мне пришли. Я ни в коем случае не осуждаю мастера. Форма ногтей была выпилена красиво. И иногда даже мастера с большим стажем перепиливают боковые параллели. А тут мне практически пилить форму не пришлось. Ну и главное, чему можно научиться у предыдущего мастера, это то, что ее работа стоила на 1/4 дороже, чем моя сегодняшняя работа. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поддержите его лайком и комментарием. Для меня это очень важно. Цените себя. Всем красивых ноготков. А с вами была Света. Пока-пока.